All right, let's get this started. I'm Энди Нордгрен, and welcome to this talk called Creating the Universe, Technical and Cultural Strategies. Здравствуйте, меня зовут Энди Нордгрен. Название моей презентации «Создавая мир Евы. Стратегии технического и культурного развития». And in this talk, I'll start by introducing myself, CCP, and a little bit of the basics of what the EVE universe is. Я вкратце расскажу о CCP, о себе и о том, что из себя представляет мир Евы. I'll then describe how we started our journey from having one game as a service to a full-blown game universe with multiple clients on multiple platforms. После чего я расскажу о том, как мы от одной единственной игры, одного единственного сервиса игры перешли к полноценному миру, в котором могут сосуществовать несколько игр. And the bulk of the talk is really these 5 principles or learnings that we've taken away from this process. И основное содержание этой презентации – это 5 принципов, 5 уроков, которые мы смогли извлечь из этого процесса. So it's capabilities, not solutions. Вместо точечных решений широкие возможности. Standards over performance. Стандартизация важнее оптимизации. Evolve or die. Либо эволюция, либо смерть. Actions, not access. Невозможность доступа, а возможность воздействия. And customer, player, character. И деление на подписчиков, игроков и персонажей. And then I'll have a couple of reflections and summary at the end. И закончим мы презентацию рядом итогов и выводов. So, some super quick basics about CCP. We're about 530 people, and we have studios in Reykjavik, Shanghai, and Atlanta, our main studios, and a couple of smaller ones in other places. Вкратце о CCP. На компанию работает 530 человек. Основные студии находятся в Рейкьявике, Шанхае и Атланте, плюс у нас есть некоторое количество второстепенных вспомогательных студий. So about 280 of us work in Reykjavik, and that's where we make EVE Online. 280 человек из этого коллектива работают в Рейкьявике, и именно в Рейкьявике мы делаем EVE Online. So it's a science fiction MMO for PC and Mac. We have about 500,000 subscribers globally, and you'd say the game is known for its shared single shard and economy, sandbox, and hardcore PvP. EVE Online — это ММО жанр научной фантастики, выпускаемое на платформах PC и Mac. В настоящее время у нас более 500 тысяч подписчиков по всему миру. И игра известна тем, что она живет на едином сервере. Все игроки играют в общем игровом мире, занимаясь экономикой, занимаясь PvP и придумывая еще новые способы использования нашей песочницы. And the other game relevant for this talk, of course, is Dust 514 that just launched officially on the 14th, which is a free-to-play MMO FPS for PlayStation 3. И в рамках этой презентации мы, естественно, упомянем о другой нашей игре, Dust 514, бесплатный FPS, MMO FPS для консоли PlayStation 3, которая вышла из бета-теста 14 числа. And in this game, you fight on the ground as a mercenary trying to control planets. И в этой игре, в отличие от EVE Online, вы играете роль десантника, сражающегося за обладание территориями на поверхности планеты. Because these games share truly the same single shard universe backend, we can do features such as cross-platform orbital bombardment, where mercenaries can request help from spaceships that then fire down from the PC MMO into the space battles happening on a PlayStation. И поскольку речь идет о настоящем общем игровом мире с единой инфраструктурой, с единым сервером, мы можем делать много всего замечательного. Например, мы можем, стреляя из EVE Online, попадать по целям, находящимся на поле боя в Dust 514. And I was going to play you a video, but I realized, yes, there might be sound. Never mind the video then. It had orbital bombardment in it. Собственно, в видео был показан процесс нанесения артиллерийского удара по поверхности планеты, но на самом деле вы можете посмотреть ролик на YouTube, если хотите. Imagine it. There is no picture. Пустой экран.
There is no picture on the screen for now. Well, there is now, right? No. No. Yeah. Now it's okay. Maybe video will go. There's no sound. There's no point in the video. All right. So a few words about myself. My name is Энди Нордгрен, and I've been with CCP since 2010. Буквально пару слов о себе. Меня зовут Энди Нордгрен. Я работаю в компании CCP с 2010 года. And my role was as a senior technical producer, responsible for our service delivery platform. И до этого года я работала на должности старшего технического продюсера, ответственного за создание системы ввода в строй наших игровых сервисов. And since then, I've changed jobs inside CCP, so I'm now the senior producer of EVE Online. But this talk is very much given from my old job as a senior technical producer. И с момента создания этой презентации изменилось мое положение внутри компании. Теперь я занимаю пост старшего продюсера всего проекта. Но презентация эта создавалась с точки зрения именно технического продюсера. And my background is not really in the games industry, but rather in web services, mobile applications, and alternate reality games. И на самом деле занималась я до этого не столько компьютерными играми, сколько веб-сервисами, приложениями для мобильных устройств и играми в альтернативной реальности. So, I want to kick off with explaining how the EVE universe actually works between these two games, so that we have a shared mental picture to continue talking from. И начать я хочу с краткого рассказа о том, как именно работает мир Евы на техническом уровне. So, EVE Online has a main cluster in London. У EVE Online серверный кластер основной находится в Лондоне, единственный. And this single shard cluster is what the EVE client connects to using our proprietary network protocol called machonet. И именно к этому серверу подключаются все клиенты EVE Online при помощи нашего собственного протокола, сетевого протокола под названием machonet. And this cluster takes care of space simulation. И этот серверный кластер отвечает за симуляцию полетов на космических кораблях, Universe state persistence, everything we know about the universe. за учет состояния игрового мира, то есть всего, что нам известно о нашем игровом мире. Things like characters, skills, the market, chat. Учет персонажей, навыков, которыми эти персонажи обладают, всего, что связано с торговлей, содержимого чат-каналов. And for Dust, battles, matchmaking, all the logistics of what corporation you're in, what battles you should go to, and so on. В случае с Dust'ом еще и ведет учет сражений, подбор противников. Одним словом, все то, что необходимо для участия корпорации в Dust'е в битвах между собой. The battles themselves in Dust happen on instanced battle servers that are also co-located in different areas of the world to get as close to the player as possible. И сражения происходят в Dust'е не на центральном сервере в Лондоне, а на региональных серверах, расположенных в нескольких странах мира. And these take care then of the battle simulation. И эти сервера как раз отвечают за симуляцию наземных сражений непосредственно. So the Dust client really has two backends. И на самом деле у клиента Dust, клиент Dust работает одновременно с двумя серверами. So it connects to the universe cluster for all of the universe persistent features using a new interface that we built to this cluster called Crest. И с одной стороны он общается непосредственно с кластером в Лондоне для всех задач, которые так или иначе нуждаются, для которых нужно так или иначе обращаться ко всем состояниям игрового мира при помощи нашего нового интерфейса под названием Крест. And I'll talk more about that in a moment. Я чуть-чуть подробнее о нем расскажу. And for the first-person shooter, for the Twitch gameplay, it connects to the battle servers. Собственно, для игры в FPS, для стрельбы и всего прочего, клиент Dust подключается к региональному серверу. And the battle server also connects using the same interface to report, for example, battle results. И региональный сервер обращается к серверному кластеру при помощи того же протокола Crest для, скажем, учета результатов битв, сражений.
And with Dust, we've also introduced some new services, one for virtual goods and one for authentication that the Dust client also connects to using HTTP. И кроме того, с выходом Dust мы создали еще две службы. Службу торговли виртуальными товарами и службу проверки прав доступа, к которым клиент Dust точно так же обращается по HTTP. So if we want to trace how an orbital bombardment actually works, it's something like this. If we have this simplified picture. Так как же, собственно, происходит процесс обстрела цели на поверхности планеты между двумя играми? So a Dust mercenary calls for bombardment and sends this command to the battle server. Десантник в Dust отправляет запрос на арт-поддержку, который приходит на региональный сервер Dust. And this server that we trust can report that there's a bombardment target available. И этот сервер, региональный сервер, которому мы доверяем, передает на центральный сервер информацию о том, что появилась цель, и передает ее координаты. And the cluster can then tell an Eve client with a spaceship pilot that there's a target. После чего серверный кластер говорит игроку в Еве о том, что у него появилась цель, по которой он может выстрелить. The spaceship can fire at that target. Космический корабль дает по этой цели залп. The cluster then tells the battle server that there was fire. Центральный сервер передает на региональный сервер информацию о том, что был произведен залп по этой цели. And it can then show the results to the players in the Dust match. И региональный сервер показывает игроку в Dust, что, собственно, получилось из всей этой затеи. Does it make sense? Good. All right. So that's how it works today, but that's not how we started. И это только вся эта система работает сейчас, но это совсем не то, с чего мы начинали. So I want to talk about our journey from having one game, EVE Online, as a service for 10 years, and then introducing not just a second game, but also many other connected clients. И я хочу рассказать о пути, который нам пришлось пройти от работы над одной единственной игрой, сервисом игрой EVE Online, как мы через 10 лет развития дошли до полноценного сервиса мира, сервиса, в котором есть не только место, не только второй игре, но и неограниченное количество игр, которые могут подключаться к серверу. So what we mean by universe is really that we will never make EVE Universe 2. Like, we will never shut down EVE Online and, make EVE 2. That's just not going to happen. It's always going to be the one same world that we keep evolving. И когда мы говорим о мире Евы, мы подразумеваем, что мы не собираемся в какой-то момент выпустить вторую версию онлайн, вторую версию мира Евы, выключив первую версию. У нас всегда будет один единственный мир, с которым мы будем иметь дело. So we don't ever plan to ship the last expansion to EVE, which means that we're really looking at technical choices and strategy that has to work for at least the next 10 years. И в наши планы не входит выпуск последнего обновления для EVE Online, поэтому, когда речь заходит о технических вопросах, нам нужно строить с запасом как минимум на 10 лет. So EVE Online is constructed as a very tightly coupled client and server architecture. EVE Online по своей сути представляет очень плотную связку между клиентом и сервером. It's a very, what I would call, opinionated architecture that is heavily optimized for programmer productivity. И я подобное решение называю очень идеологизированным подходом к выбору архитектуры, поскольку все здесь сделано для удобства программиста, работающего над проектом. There's no versioned interface between them, lots of shared code, and the same developer can write a whole feature from the UI to, the database. So many features in the game, such as the market, is written by one guy. И у сервера и у клиента достаточно много общего кода. Кроме того, программист, работающий, скажем, над каким-то отдельным элементом игры, вполне в состоянии целиком и полностью написать его самостоятельно. Например, игровой рынок в EVE Online написан одним единственным человеком, вся система. And this made it possible for a tiny team in Iceland to create a game like EVE Online in 2000 and launch it in 2003.
И это был хороший подход с точки зрения небольшой команды, которая в 2003 году в Исландии запустила EVE Online. And for those interested, this is a Python environment where the rendering engine in C++ has been wrapped in a stackless Python environment. And there's a number of blogs and details about that for those curious, and I can also answer questions afterwards. Проект написан на Python, рендеринг-движок написан на C++ и с оболочкой из stackless Python. Если у вас будут более технические вопросы, вы можете подойти и задать их потом. But EVE Online was always a game that didn't really want to stay inside the game. It always spilled out onto forums and, you know, into real life, into FanFest in Iceland and so on. EVE Online никогда не хотел быть просто игрой, постоянно выплескиваясь за пространство игрового мира на форумы, в реальную жизнь, в виде фанфестов, которые проводятся в Исландии. So it was always a vision for CCP to let players interact with this universe from more places than the game. И с самого начала у компании CCP была изначальная стратегия сделать количество возможностей для взаимодействия игроков и игры максимально большим. For example, there was a demo of a mobile phone application for, you know, some early Windows smartphone in 2005. Например, в 2005 году мы показали демо-версию приложения для одного из ранних мобильных телефонов, смартфонов под управлением Windows. But because of how EVE was architected, with a huge assumption at the heart of it, which was that you're only ever connecting from this client here, it was very hard to ship any of these experiments in a real way. Но поскольку в основе архитектуры Евы лежал принцип подключения к серверу только при помощи одного единственного клиента, расширить список возможных клиентов, подключающихся к серверу, было очень сложно. So the task we were presented with was not just to connect the Dust game to the EVE universe. И задача, которую нам нужно было решить, это не просто подключение Dust к миру Евы. It was also to get us the ability to connect really anything to the EVE universe. Задача заключалась в том, чтобы сделать возможным подключение практически всего, что угодно к миру Евы. And so that's really what this talk is about, how we ended up doing that and how it's working out for us. И презентация как раз посвящена этому, как мы этого добились и что у нас в итоге получилось. I also want to say a few words about the organization and our teams at the time when we started, because I assume some of you here might be producers or similar. И я хочу рассказать еще немножко о организации компании на тот момент, когда мы начали свою работу, потому что, возможно, среди вас есть продюсеры, которым это будет интересно. So EVE's development team was very focused on developing this software package here. It had a number of cross-functional feature teams. Отдел разработки проекта EVE Online, он был целиком полностью сконцентрирован на работе над сервером и над клиентом, и внутри себя имел несколько команд разработчиков. A sound team, a graphics team, a performance team. Команда, отвечающая за разработку звука, за разработку графики, за оптимизацию работы игры. And a couple of core teams working on some of the key technologies that was also shared with other games in the company, like World of Darkness. И ряд технологических команд, которые занимались разработкой инструментария общего с некоторыми другими проектами компании, например, с World of Darkness. Then there was a wall between development and our publishing department, which we do internally, but it's still a different department. И между отделом разработки проекта и отделом, отвечающим за завод проекта в эксплуатацию, был построен такой заборчик, даже несмотря на то, что все это происходит в рамках одной компании. Мы сами выпускаем нашу игру. So publishing had the operations team and customer service. Эта часть компании состояла из эксплуатационного отдела и службы поддержки игроков. So when a development cycle was done and an expansion was finished, which would happen maybe once or twice a year. И когда заканчивался очередной цикл разработки обновления, что в среднем происходило два раза в год, then this package would get kind of thrown over the wall to be operated by the publishing department.
связка из сервера и клиента просто перебрасывалась через заборчик для того, чтобы эксплуатационный отдел уже занимался вводом всего этого в эксплуатацию. And the Dust team then had a similar situation. И у коллектива, отвечающего за разработку Dust, была ровно та же самая ситуация. Focused on primarily developing the Dust client and battle server experience of the shooter. В основном они занимались разработкой клиента и региональных серверов. But also some of the backend services. So similarly a number of feature teams. Кроме того, они занимались разработкой некоторых инфраструктурных решений, но в целом состав отдела разработки был примерно такой же. Несколько команд разработчиков, работающих над отдельными элементами проекта. And these teams primarily, all of these teams working in Shanghai. Все эти команды, они работают не в Рейкьявике, а в Шанхае. And then a couple of teams in Reykjavik working on these other backend services. И в Рейкьявике был лишь ряд команд, отвечающих за разработку инфраструктурных решений под Dust. So you had these two development teams who were now going to try and deliver into the same operations environment. И таким образом мы имели два коллектива разработчиков, каждый из которых работал над своим проектом, которые должны были быть в результате установлены на один и тот же сервер. Right, so this is the situation we were in, and now I want to talk about some of the principles that we used to solve our problems here. Вот так вот выглядела вся ситуация на момент начала работ. Теперь мы перейдем к разбору принципов, которыми мы руководствовались. So the first one I've called capabilities, not solutions. Первый принцип: вместо точечных решений широкие возможности. And what we did here is we fought the urge to jump to solutions in a number of cases, and we traded some speed for new capabilities that we needed. And the big reason for this is really that, for a service, technical depth is much more dangerous than for a game that isn't a service. И что мы сделали? Мы постарались избавиться от желания в ряде случаев обойтись точечными решениями. Мы слегка потеряли в быстродействии, зато реализовав более широкий проект и более широкого спектра, мы получили доступ к более широким возможностям. И сделали мы это потому, что для любого сервиса, для любого веб-сервиса, любая техническая задолженность — это страшный яд гораздо в большей степени, чем для игры, которая сервисом не является. And I'm calling this out because it turns out it's a very strong value in game engineering culture to not over-engineer stuff. И обращаю я на это внимание по той причине, что оказывается, что среди разработчиков компьютерных игр, тех, кто занимается непосредственно программированием, нежелание вкладывать чуть больше усилий в разработку того, над чем они работают, это на самом деле достаточно общий момент. Because if you're shipping a game on a CD, you would only want exactly the solution you need for your problem, nothing more. Поскольку, если, скажем, вы выпускаете игру, которая будет доставляться на компакт-диске, то вам все, что вам нужно, это одно единственное решение. Вам не нужно универсальное решение. And once you've shipped that game, you're never going to care about it again. So it doesn't matter if that particular solution is maybe not so sustainable or will be hard to read for another developer 2 years down the line. И вы больше к этой игре, однажды ее выпустив, уже не вернетесь. Вас не интересует, сможет ли, скажем, через 2 года в ней разобраться другой разработчик или продолжит ли технология существовать через несколько лет. So pushing our engineers to build capabilities instead of solutions helped us get away from adding code to our code base that would only solve very specific things and instead add things that would help us solve the same class of problems in the future as well. И заставив наших программистов не искать конкретное решение, точечное решение, а разрабатывать более широкие решения, мы тем самым получили возможность в будущем решать целые классы похожих проблем. So we had a number of cases where, for example, developers of the Dust client, they wanted to solve things in a kind of quick way, but that would hit by, for example, coupling
their code tighter to the server. И, например, в ряде случаев разработчики Dust хотели обойтись простыми решениями, например, сделав жесткую связку между кодом клиента Dust и кодом сервера, центрального сервера. But because we were building a universe service for the next 10 years, it was critical for us to have the capability to evolve all of the clients independently from the server. И поскольку мы строим сервис-мир на ближайшие как минимум 10 лет, для нас было очень важно иметь возможность каждый из существующих клиентов игры развивать самостоятельно, независимо друг от друга. So really focusing on that capability was a way to push back against quick solutions that would only work for Dust, but would make it impossible to evolve Dust independently from the client, from the backend. И приняв за основу вот именно такой подход, мы получили возможность разрабатывать Dust, клиент Dust независимо от сервера, не вмешиваясь в код сервера. The next principle I've called standards over performance. Название второго принципа — стандартизация важнее оптимизации. And what we did here was pick really standard web technologies for our game that are slow, but they come with some great capabilities. И в данном случае мы сделали ставку на стандартизованные веб-технологии, которые считаются среди разработчиков медленными, но при этом открывают для тех же самых разработчиков доступ к очень широким возможностям. And a big reason for this is that when you're building a real universe like this, the capability to connect any device to your universe is more important than speed in every individual interaction. И когда вы строите большой полноценный игровой мир, сервис-мир, для вас гораздо важнее иметь возможность подключить к этому миру любое устройство, чем в каждом конкретном случае добиться оптимального взаимодействия между устройством и сервером. And again, I call this out because it's a very strong value in game engineering to have a huge focus on performance for everything, maybe also in cases where it's not really needed. И обращаю я на это внимание по той простой причине, что среди программистов, работающих над игровыми проектами, очень часто оптимизация является самодостаточной целью, даже в тех случаях, когда можно без нее обойтись. So if we look at this simplified picture again, если мы еще раз посмотрим вот на эту простую картинку, приблизительную картинку, когда работает система, it turns out that it's really only for the shooter Twitch gameplay where we need that ultimate performance. И вы увидите, что быстродействие нужно только на этапе взаимодействия клиента Dust с сервером Dust, там, где речь идет о стрельбе по другим игрокам. Because for other stuff like, checking the market or changing your skills, or for the battle server to report back the results after a battle, когда речь заходит о других вещах, например, о получении информации о ценах на игровом рынке или информации о навыках, которые загружаются в персонажа, или данных о том, чем закончилось сражение. Well, it turns out that web technology is plenty fast enough for these types of interactions. И выясняется, что обычные веб-технологии, они быстродействия их вполне достаточно для выполнения всех этих действий. And Twitter and Facebook here are just two examples of real-time enough web services. И Facebook и Twitter в данном случае могут служить хорошими примерами веб-сервисов, которые работают в достаточной степени в реальном масштабе времени, чтобы никого не раздражать. Because the huge advantage of using these standard web technologies by creating this standards-based web API to our cluster. И преимущество от использования стандартных веб-технологий, создания API-интерфейса, основанного на этих технологиях, is that we gain this capability of connecting any device or platform that can speak HTTP. Anything that can make a web request can now be part of the EVE universe. И заключается, собственно, это преимущество в том, что любое устройство, способное общаться с сервером по протоколу HTTP, отправлять запросы на загрузку страниц, оно может быть частью игровой вселенной. And if you're not familiar with these technologies, they're really super standards-based stuff that is used for web APIs by, a slew of companies on the web. Если вы не знакомы с веб-технологиями, достаточно будет сказать, что ими пользуется огромное количество хорошо известных сервисов, веб-сервисов.
And it turns out when you pick these technologies, there are benefits that you may not have thought about when you started. И когда вы переходите к их использованию, вы внезапно выясняете, что у них есть еще ряд преимуществ, о которых вы, может быть, даже и не думали. Because if you're running a service, it turns out you need logging. Поскольку если вы, скажем, если у вас есть сервис, то внезапно выясняется, что вам нужно регистрировать события, Monitoring, вести debugging, мониторинг, производить отладку сервиса, performance testing, проверять его быстродействие, caching. осуществлять кэширование. And suddenly you have the whole internet helping you with developing solutions to these problems that you have. И обращаясь к традиционным технологиям, вы получаете на свою сторону помощь всего интернета, помогающего вам их разрабатывать. And this has probably saved us like a year or two of development on both Even Dust. И мы, перейдя к их использованию, сэкономили год или два на разработке как Евы, так и Даста. So if you have game engineers on your team that are over-focused on proprietary technologies for performance reasons, you might want to look at our case for some pushback against that. И если у вас в команде есть программисты, которые настаивают на использовании самостоятельно созданных интерфейсов исключительно в целях обеспечения быстродействия, возможно, вы сможете нашим примером убедить их в обратном. All right, next principle, evolve or die. Следующий наш принцип – это либо эволюция, либо смерть. So there are really two areas here where CCP wasn't very well equipped to do what we needed to do. And Здесь есть две области, в которых у CCP явно не хватало инструментария. the first area was that we didn't have a versionable interface between our client and server. В первую очередь у нас не было не смогу перевести, простите, versionable interface. Синхронизированного интерфейса. Спасибо. Версионирование. All right, and the other area was that we didn't have very good tools for deploying our now more complex backend environment, and I'm going to talk about both of these. И, во-вторых, у нас не было достаточного количества инструментов для ввода в эксплуатацию, ввода в эксплуатацию того, что мы делаем. So for the first one, what we did was for the interface that we built, we followed the REST design patterns that trade speed for evolvability. И для решения первой части этой проблемы мы решили обратиться к архитектуре REST, в рамках которой быстродействие приводится в жертву эволюционного потенциала программного обеспечения. And this is really because the capability to evolve multiple clients independently is absolutely critical for a universe service. Для сервиса мира возможность независимого развития сразу нескольких клиентов игры на разных устройствах, оно является абсолютно ключевым, критическим. Because if you have to ship every client at the same time to maintain the integrity of your world, this very quickly becomes unsustainable. Если вам нужно выпускать новые версии каждого клиента для того, чтобы обеспечить возможности взаимодействия с сервером игры, то, естественно, это быстро превращается в совершенно неподъемную задачу. You can try and call Apple, Google, and Sony and try and make them publish your code at the same exact moment. Good luck. Попробуйте, например, заставить Apple, Google и Sony одновременно опубликовать новую версию вашего программного обеспечения. So the structure that gave EVE-Online the first 10 years of enormous development speed И архитектура, при помощи которой EVE-Online сумела за первые 10 лет добиться весьма внушительных результатов, was really now hindering us from making the universe that we were after. Теперь начала мешать нам создавать тот сервис, тот мир, который мы хотели создать. Yeah, so by creating this one unified standards-based interface, Создав общий интерфейс для доступа к серверам, that can be versioned independently, we gain the ability to keep EVE-Online as it is, получив возможность выкладывать новые версии клиентов независимо друг от друга, мы получили возможность оставить EVE-Online в том виде, в каком она есть. because EVE-Online is 10 years old, we just cannot rewrite it. It's impossible. It just cannot be done. EVE-Online 10 лет, и полностью переписать ее с нуля невозможно. Or if we turned it off maybe for 5 years, and we'd probably fail.
То есть можно, конечно, выключить ее на 5 лет, но, скорее всего, у нас даже в этом случае ничего не получится. So we needed a way for EVE Online to stay the same and then create one more interface that we could version independently with all the other clients. И нам нужно было оставить ее онлайн в том виде, в каком она есть, при этом завестись возможностью независимого выпуска клиентов для новых игр, новых приложений. And the super short version of what REST means is that instead of exposing functionality in your cluster, И к чему, собственно, сводится смысл архитектуры REST? Вместо того, чтобы давать разработчикам доступ непосредственно к функциональности серверного кластера, you instead expose resources, like the objects that logically make sense in your product. вместо этого вы даете им доступ к объектам, к ресурсам, которые имеют в рамках игрового мира, в рамках сервиса, каждый имеет свой смысл. And then you let clients operate on those resources using a small set of standard verbs. После чего клиент может взаимодействовать с этими ресурсами, с этими объектами, используя небольшой словарик из нескольких буквальных глаголов. This means that the client can know very little about the actual implementation of how the server handles, for example, characters. И это означает, что клиенту, в общем-то, не нужно знать, как именно сервер обрабатывает, например, персонажей. And this is great because then we can change how the server handles some part of our game without every client having to change as well. Это означает, что мы можем изменить принципы, скажем, работы с теми же персонажами на сервере, при этом не изменяя все клиенты, которым нужно об этом знать. As long as the base functionality is left. Of course, if we remove characters from the game, all bets are off. But in most cases, that's not what you're doing. И, естественно, есть случаи, когда изменения могут все равно влиять на все клиенты игры сразу. Например, если мы решим убрать всех персонажей из игры, но, как правило, такого не происходит. And I've called out a quote here from Roy Fielding, one of the original architects of the World Wide Web. Я привела здесь цитату из Роя Филдинга, одного из создателей интернета. Because he's the author of this architecture style, and we've been pretty serious about it and how we've implemented it for the universe, exactly because we're after these long-term evolvability capabilities. И он, кроме того, является одним из авторов этого стиля построения архитектуры ПО. И эта цитата в данном случае весьма уместна, потому что для нас как раз очень важно максимальное продление срока жизни того, над чем проекта, над которым мы работаем. It's really the recognition that if you're building a game that's a universe service, it has very many of the same needs as any web service out there, and so the technology used for those is probably useful for you as well. И если мы делаем сервис-мир, если мы делаем игру-сервис, то, скорее всего, нам нужно опираться на те же принципы, которые актуальны для веб-сервисов. All right, so the next area that we had problems in was our deploying our backend. И вторая часть проблемы, с которой мы столкнулись, это то, что нам было очень сложно вводить написанное нами программное обеспечение в строй и запускать его в эксплуатацию. So what we did here was that we tamed our deployments and new complex environment with DevOps thinking and some corresponding changes to our organization. И предсказуемости процесса ввода программного обеспечения в строй мы добились при помощи реализации подхода разработка в ходе эксплуатации DevOps и внесения соответствующих ему изменений в структуру коллектива разработчиков. And a big reason for this is really that for a service like this, you can't really separate the idea of developing it and deploying it. И в рамках подобного сервиса невозможно разделить разработку ПО и запуск ПО в эксплуатацию. So, to give you an idea of our situation, Чтобы вы представляли лучше о том, с чем приходится нам иметь дело, you remember the split between development and publishing? как вы помните, у нас разработка проектов и их ввод в эксплуатацию были разделены. So it used to be that we had this one software package with configuration in one place. У нас был один единственный пакет, состоящий из клиента, сервера и соответствующей настройки. And like I said, every 6 months or so, we would throw it over the wall to operations.
И примерно каждые 6 месяцев мы то, что мы сделали, перебрасывали через забор, чтобы эксплуатационный отдел уже ввел все это в строй. But with Dust, we started adding new components. С выходом Dust нам пришлось начать вводить новые компоненты в эту систему. So the Crest interface had a proxy with its own configuration. Например, у протокола Crest был прокси со своей собственной настройкой. Our authentication service had a front end and a back end, each with its own configuration. То же самое относится к службе проверки прав доступа. Our virtual goods service had its own configuration. К службе торговли виртуальными предметами. And the virtual goods admin service had its own configuration. И точно так же это распространяется на службу администрирования торговли виртуальными предметами. We'd made a separate search service that was deployed with its own configuration. Кроме того, у нас была отдельная служба поиска, которая тоже требовала отдельной настройки. And of course, the Babel servers for Dust with their own configuration. И кроме того, у нас еще появились региональные серверы Dust. One per region. По одному на регион и по одному набору настроек на регион. And now we want to take all of this stuff Теперь мы хотим все это взять and deploy it, и ввести это все в строй одновременно. but not just once every 6 months. Now we want to deploy it, every week if possible. Но речь идет не о выпуске, уже вводить в строй не каждые 6 месяцев, а каждые несколько недель. And really the only way to do this is with automation. И единственный способ эту ситуацию решить только при помощи автоматизации процесса запуска. And and if you remember what our organization looked like at the time, there was really no one in our company focused on this problem. И если вы помните обсуждение структуры нашей компании, то вы, наверное, помните, что у нас еще не было никого, кто отвечал бы за решение этой задачи. Now, fortunately, there's lots of good inspiration and material out there on this topic. К счастью, на эту тему много всего написано и сказано. And these are some of the resources that have been hugely influential for us. Вот на слайде можно видеть некоторые книги, которые очень сильно повлияли на формирование нашего подхода. And DevOps is really this idea that you need to treat both your infrastructure and your deployment process as code, as something that needs to be automated. И суть DevOps разработки в ходе эксплуатации сводится к тому, что и инфраструктуру, и запуск самого кода нужно воспринимать как часть одного и того же процесса. Because if you run a service today, if you can't update it to respond to what your players want, you'll be dead pretty soon. И если вы, создавая сервис, попадаете в ситуацию, когда вы не можете реагировать на пожелания игроков, то, скорее всего, скоро вам придется закрыться. And many web services like Facebook or YouTube, and Google, they have great tools for this, but many games just don't. И у серьезных веб-сервисов, у Google, у Facebook есть необходимый инструментарий, но у большинства игр его нету. So what we did was start pretty small. Начали мы с малого. We created a service infrastructure team. Мы создали команду, отвечающую за инфраструктуру сервиса, With just 3 guys actually. состоящую всего из 3 человек. So one guy from the cluster team, one guy from the operations team, and one guy from a build and test infrastructure team. Один из них отвечал за серверный кластер, другой был из эксплуатационного отдела, третий отвечал за тестировку и тестирование и билды, выпуск билдов. And this was a big change because these teams, like people working on the game and people in the operations team, they had very seldom worked directly together. And here you see them all having like pizza, I think, during a late deployment night. И, как правило, эксплуатационный отдел и непосредственно разработчики очень редко пересекались напрямую, а вот на этой фотографии вы можете видеть, что они поздно ночью поедают пиццу, готовясь к очередному запуску. But it can be pretty easy to get a small group of people to read, all the books and be fired up about a change like this. И можно, конечно, небольшой коллектив заставить читать книжки и вдохновить их на внедрение этого принципа.
but you get to a point where you need many more people in your organization to also start helping with this kind of change. Но лучше всего, если у вас в организации есть большое количество людей, готовых заняться воплощением этого принципа в жизнь. And one of the key things that we did to achieve this was an internal conference. И одним из способов претворить это в жизнь был проведение внутри компании небольшой конференции. So it was 2 days of lectures and 2 days of hack sessions where we actually built stuff. И 2 дня в рамках конференции было посвящено лекциям, 2 дня было посвящено экспериментам, программированию, когда мы, собственно, писали какие-то небольшие кусочки кода. And so we worked with some consultants for this, but because we made it into an education thing, people didn't feel like we bought some consultants to tell them what to do. И несмотря на то, что мы воспользовались услугами консультационной компании, мы, тем не менее, все это превратили в часть обучающего процесса, так что люди не воспринимали это как попытку заставить их что-то делать новое. And through this conference, we could both give people a shared vocabulary. И проведя эту конференцию, мы, во-первых, снабдили людей общим для всех отделов словарем, чтобы они могли между собой разговаривать. And spread the knowledge of this kind of thinking to a pretty broad group of people in the company who, even if they were not going to work directly on this, if someone in the teams working on it came for help, the people they came to would know what they were talking about. И, кроме того, мы информацию о новом подходе постарались распространить как можно шире по компании. Даже если люди непосредственно не были бы задействованы в работе над этим проектом, они бы все равно могли понять тех, с кем им придется разговаривать. So this is really my best tip for how to engage a bigger organization in this type of change. И я считаю, что это очень хороший подход, когда речь идет о внесении подобных изменений в принципы работы большой организации. And what this led to was that we created a whole new part of our organization. И это привело к тому, что в рамках нашей организации появилось новое подразделение, Called the Service Delivery Platform, which had a number of these teams from both sides of the wall in it. Получила она название Service Delivery Platform, система ввода сервисов в строй, в состав которого в нее вошли люди как из коллектива разработчиков, так и эксплуатационники. These people were tasked together to work on one problem of getting this whole complex madness deployed to our customers in an automated and sustainable and resilient fashion. И задача, которая была поставлена перед этим новым отделом, было доведение результатов нашей работы до наших клиентов, до наших подписчиков в предсказуемой, гарантированной манере. All right. Next principle that I call actions, not access. Следующий принцип сводится к тому, что мы хотим добиваться не возможности доступа, а возможности воздействия. And what we did here was really that we spelled out why every client of this universe of ours should be able to act on the game state, not just read it. И мы решили, что у каждой программы клиента, обращающейся к игровому серверу, должна быть возможность не просто считывать с него данные, а влиять на состояние игрового мира. And a reason for this is really that making read-only access is very easy. And it's also very easy for engineers to say, sure, you can have some, stuff from the game on the web, for example. И, конечно, предоставить доступ без возможности внесения изменений – это самый простой вариант. Программисты будут только рады сказать вам, да, конечно, вот можете что-то в интернете посмотреть из того, что происходит на игровом сервере. As long as you don't want to write back to the game, because then we have to deal with all the complexities of concurrent interactions with the game state and all kinds of hard stuff. Но они, естественно, будут протестовать против получения клиентами возможности влиять, изменять состояние игрового мира, потому что тогда им придется иметь дело, например, с одновременным воздействием на игровой мир и тому подобными сложными вещами. But the point of having a universe is really that the actions of one player can become content for another player. Но суть игрового мира, суть сервиса мира сводится к тому, что действие одного игрока всегда влияет на действия других игроков. So the way we see it is that every action that someone takes
adds value to the universe. И мы считаем, что каждое действие, производимое одним из игроков, оно делает игровой мир более ценным. So it used to be that you could only take action in this universe of ours from the Eve client because of how the technology was constructed. И до этого момента влиять на мир Евы можно было только при помощи клиента Евы, потому что именно такими были ограничения связки сервер-клиент. But once we created the CREST interface, Но создав интерфейс CREST, you could now take action in the universe through first a whole new game in Dust. на игровой мир оказалось возможно влиять, например, через совершенно новую игру Dust 514. But also from the Dust companion app on Vita, for example. Но кроме того, еще и при помощи программы компаньона для Dust на платформе PS Vita. Or really from any mobile or web client that we would like to make ourselves in CCP. Или, например, при помощи любого веб-клиента или клиента для мобильных устройств, которые мы решим создать силами CCP. So currently you can create a character from the web for Dust, for example. Например, сейчас можно создать персонажа в Dust 514 прямо при помощи браузера. But because we've chosen all of these standard web technologies and because we're using the OAuth standard for authentication, Но поскольку мы решили опираться на стандартные веб-технологии, в частности для проверки прав доступа мы используем стандарт OAuth, we can add a very thin layer on top of this, which is our developer platform. мы можем к интерфейсу CREST добавить еще один слой в виде инструментария для разработчиков, That lets developers create applications and lets users manage what applications should have access on their behalf to act on the game state. Этот инструментарий позволит разработчикам определять, что именно игроки смогут делать в игровом мире, на что они смогут влиять. So this can have us let third-party developers create ways to take action in the Eve universe that are maybe too obscure for it to make sense for us as CCP to do them. И разработчики получат возможность создавать приложения, работающие с аспектами игрового мира, которые для нас, для сотрудников CCP, могут показаться слишком уж второстепенными и ненужными для основного клиента. And the players get a situation just like you have with Twitter or Facebook, where you can accept that an application can do things on your behalf. И точно так же, как, например, это происходит в Фейсбуке или в Твиттере, вы сможете разрешать приложению выполнять от вашего лица определенные действия в игровом мире. This has been important for us to call out, to be able to push back against any idea that if you just have the information from the game, then you feel connected or something. No, we want you to take action in the game, because that's the reason someone else will log in and keep coming back to our game. И то, что мы этот принцип озвучили, он важен для нас по той простой причине, что мы сможем всем тем, кто говорит, достаточно всего лишь считывать данные сервера, ответить, нет, недостаточно, нужно влиять на игровой мир, потому что именно это заставляет и людей заходить в игру и возвращаться к ней снова и снова. All right, last principle. I think we have about 5 minutes left. I hope people don't have to leave. Последний наш принцип. So what we did here was spell out that we really engage with our players on 3 levels, and we've created both technical architecture and organizational change accordingly. И последний принцип сводится к тому, что мы выявили 3 уровня взаимодействия компании-разработчика с игроками и внесли соответствующие этим уровням изменения, как на уровне технической архитектуры, так и на уровне структуры компании. And this is really calling out that if you're providing a universe service, you need to deal with many aspects of players, that traditional computer games just don't have to deal with. И существование этого принципа, оно объясняется тем, что если вы создаете сервис-мир, то вам, скорее всего, придется с игроками взаимодействовать в форматах, совершенно не похожих на то, с чем сталкиваются разработчики обычных компьютерных игр. So this division we make is between customer, player, and character. So for the same person, we as a company engage with you on these 3 levels. И мы делим игроков на 3, мы взаимодействуем с игроками на 3 уровнях, как с подписчиками, как с игроками и как с персонажами.
So as a customer, we have features for you such as, our marketing websites, account management, support, reimbursements, payments, sales, and so on. Для подписчиков мы предоставляем такие услуги, как доступ к официальному серверу, управление созданной учетной записью, общение со службой поддержки, получение от службы поддержки компенсаций, оплата подписки, совершение покупок на сайте игры. And once you've paid us, you become a player. And there's plenty of features that we provide for you here, such as a forum or getting hold of the game. Might want to share stuff. We have some community chat channels and so on. И заплатив нам за доступ к игре, вы переходите в категорию игроков. Здесь вы можете общаться, скажем, на форумах, общаться в чат-каналах, распространять информацию об игре в социальных сетях, устанавливать игру. And then, of course, there's kind of the core of the game where we let you operate characters in this universe who can do things like fly spaceships, make stuff, change the state of the universe, really, and, start a corporation or something like that. Но, естественно, суть игры сводится к тому, что мы разрешаем игроки, как персонажи, могут взаимодействовать с игровой вселенной, летая на кораблях, строя вещи, уничтожая вещи, создавая свои собственные корпорации и взаимодействуя многими другими способами с игровым миром. And the tricky bit here is that it's very easy to just call all of these layers player. И, естественно, очень часто все три эти уровня взаимодействия называют одним и тем же словом – взаимодействие с игроками. And for most games that ship traditionally, and even digitally today, you don't really have to care about the customer layer because someone else is selling your game for you. И для большинства игр, которые выпускаются традиционными способами, а кроме того и некоторыми играми, которые выпускаются при помощи цифровых сетей дистрибуции, в принципе, можно об уровне подписчиков не задумываться, потому что этим занимается кто-то еще. And I think many other games don't have as a distinct difference between the player, and in Eve you can have many characters for one player. И многие другие игры, к тому же, не делают различия между игроками и персонажами. А вот в Еве, например, один игрок может управлять сразу несколькими персонажами, большим количеством. But I still think that this distinction can be useful for most games to think about how you organize your teams and how you prioritize your work. Но, тем не менее, я считаю, что для многих игр подобное деление может оказаться очень полезным с точки зрения организации работы и ее приоритизации. So, for example, along with the service delivery platform, we also created another new part of our organization. И помимо Service Delivery Platform, отвечающей за выпуск игры, мы создали еще одно подразделение – Border Services. And border services really take care of the whole customer aspect. И Border Services выполняют свою роль, отвечают за все то, что связано с взаимодействием с подписчиками. And this has let us, clearly have some people focus on making this experience great. И это выделение всего этого в отдельное подразделение заставило нас с большим тщанием подходить к реализации всех этих функций. And also realize that the programmer who's good at integrating a payment provider is not necessarily the same programmer that's good at creating, combat mechanics for spaceships. И, кроме того, мы смогли наконец-то тех программистов, которые, скажем, хорошо могут осуществлять интеграцию с платежными системами, мы перестали заставлять их заниматься, скажем, боевой механикой в игре. All right. So, those were the principles, and I just have a few, quick reflections at the end. It's really, Мы закончили с принципами, и сейчас я вкратце остановлюсь на итогах и выводах, которые мы сделали, их буквально несколько. First one is that, working remotely with people in a Shanghai studio, for example, is really, really hard. We don't really have any solutions to it. Nothing in what I've talked about really solves any of those problems. It's more of an organizational level capability that a company needs to get. Например, удаленное участие в работе над проектом, взаимодействие между студиями в Рейкьявике и Шанхае – это проблема, которую нам так и не удалось решить, потому что все эти принципы, о которых мы говорили, не имеют никакого к ней отношения. Это целиком и полностью организационная проблема. The other one is that we've had to delay delivering these APIs to third-party developers because shipping dust just became a bigger priority. И, например, нам еще также пришлось задержать выпуск API-инструментария для разработчиков сторонних, потому что мы целиком и полностью сконцентрировались на дасте. On a more positive side,
we have learned so much by looking outside game development. Но говоря о положительных аспектах, надо отметить, что мы узнали много всего нового, интересного и полезного, решив не ограничивать себя изучением лишь опыта разработки компьютерных игр. And it's really a huge recommendation for anyone who runs an online game to just dive into the world of web services, web ops, DevOps, just all of these technologies and cultures are hugely useful. И мой вам совет, если вы занимаетесь разработкой онлайн-игр, постарайтесь как можно больше узнать о веб-сервисах, о DevOps, о WebOps, потому что это все очень полезно и очень релевантно. I can also say it took us about 2 years to transform from that one game as a service to this universe that we have now. На то, чтобы превратиться из студии, работающей над одной единственной игрой, в студию, работающую над сервисом миром, нам пришлось потратить почти 2 года. So I recommend to not underestimate the amount of change that can be needed if you have an existing game project, for example. Не надо недооценивать количество усилий, которые придется приложить к переводу на новые рельсы существующих игровых проектов. And the last thing is really that, having real projects and deliveries keep things grounded. И, кроме того, участие в реальных проектах в процессе вот этой трансформации, соблюдения, выпуск настоящих продуктов, оно не дает нам отрываться от реальности. Especially when you're pushing engineers to build capabilities instead of solutions, there's still a point where you need real deliverables to not actually over-engineer stuff. И, например, принцип от точечных решений к широким возможностям, его реализация, она не должна приводить к тому, что люди тратят время на создание решений, которые не дают вам выпустить ваш продукт. All right, that's it really. Thank you very much. I think we're out of time, so or is there time for questions? Время закончилось у нас, но есть ли у нас время на то, чтобы еще ответить на какие-то вопросы? То есть вы нас выгоните сейчас? Нет, пожалуйста. Go ahead. All right, we can take some questions. Ответы на вопросы я переводить не буду, я вам просто дам Держи еще микрофон. микрофон. Нет. Я хочу задать на русском, я не обладаю хорошим разговором здесь. Как поддерживаются старые версии клиентов в REST API протоколе? То есть, допустим, на каких-то девайсах или где-то версия устарела уже. То есть поменялась JSON структура, сериализация данных персонажа, объекта или еще что-то. Каким образом поддерживается совместимость REST с новой актуальными данными сервера? So we use there's a point if we completely change, like we're fucked, right? But we do accept headers. So you, as a client, if you are version sensitive, you declare what version of the API you are prepared to deal with. And we can also send in a response, we can also flag versions or API endpoints as deprecated, so that as a developer you have a chance to know that you're working with something that's going to get outdated eventually. То есть просто поддерживается ли просто работа со старыми клиентами? То есть REST API содержит стек всех старых версий, или же он просто говорит, не поддерживается? We would try for as long as we can to send a sense-making response, and we might even send like empty fields so as to not break like really old clients. We don't really have this problem yet because we still control most clients, but we have built for it. Like we have architected to be able to have this, to not have this problem in the future. Thanks. You just said about difference between player and character, but isn't it ruining the world? Because today I am pilot in Goons Farm Alliance, and tomorrow I will log in with other character, which is an IT alliance, or
That has always been built into EVE Online. That's part of the metagame. It's just how EVE works. That's metagaming, yes. But if it's metagaming, it could ruin the feel of the world as a one solid thing. I don't think so. I think because the line we draw is that the science fiction world is inhabited by characters, not by players. And it's recognized that one player can operate multiple characters in this universe. And as long as a universe is coherent and fair, for example, between characters, then I believe we're good. Okay, thank you. Вот еще вопросы. Well, can I ask you about Penguins and Apple, for example, Xbox 36 and other platforms? Sorry, can you repeat? Or, What do you think about Linux, for example, and macOS? I mean, given the, and now we can do any platform that can speak HTTP, which obviously Linux can. But, so us building something for Android, for example, is, totally feasible. But porting EVE Online, the legacy code base, to other platforms is not very feasible. Okay, but can I ask you about Xbox? Why you choose PlayStation 3 and not Xbox, for example? It comes down to two big reasons, I would say. One is that Xbox has a lot of policies and rules for network games that just makes it impossible to do something like the EVE universe. And the other is that Sony is a partner that we're working really close with. Well, my question is less technical. It's more about players and characters again. Well, have you ever encountered with a situation when, for example, like several players are communicating, interacting, etc., together, and for example, one of the players is a veteran, for example, in EVE or in, well, I cannot say about Dust because it was launched like 2 days ago. And another player is a newbie, so he plays like for a month or two. And have you ever encountered with a situation that you're actually losing the subscribers because of this level differences? Yeah, I mean, it's really not a question for this talk. It's more like a game design question. But from my new job as senior producer of EVE, I guess I can say something. Yes and no. I mean, the game is built to have this long-term progression, and we know that, of course, you have, it's a challenge, right, to have overpowered players, but I think the game is also designed for it, because there's no forced path that you have to take in the game. You can kind of, if you're a noob, you can take on a mountain that's kind of suitable for your size, and you can often also be useful in bigger projects. And so that's what we're trying to design for. Instead of making you feel like useless as a noob, we're trying to make sure there are things that people want to recruit you into, even if you're a new player. One last question. Was there someone in the back there? Hello. Yeah. I would ask you about, you're telling about the EVE like about a universe, not just like a game. So you made Dust, and it's really good. But if we will check the Dust as a standalone game, as a standalone MMO FPS, well, we can see that it's a good game, but it's not the best game. It's mostly the game for players who play EVE Online. So, do you plan to somehow invite new players to this universe, or you just plan to make different services for players who are already in the universe? There's already many, many new people coming in through Dust that never had anything to do with EVE Online, and that was the plan already. So, and it's working so far for us. Okay, good to know. Thank you. All right, that's it. Thank you very much.